Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из рекламного аккаунта Facebook в сервис email рассылок Unisender. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, в Unisender вы сможете добавлять новые контакты, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее необходимо перейти к дополнительным настройкам. На этом этапе вы можете отметить галочкой рекламной страницы, которым хотите предоставить доступ. Я рекомендую на этом этапе ставить сразу все галочки, для того чтобы в будущем иметь возможность работать со всеми рекламными страницами. Если после подключения у вас появится новая рекламная страница, то вам будет необходимо через инкогнито в браузере повторить подключение вашего аккаунта Facebook и на этом этапе отметить нужную страницу галочкой. Все галочки доступа оставляем включенными. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу, по которой вы хотите получать новые лиды. Также необходимо указать форму. Если вы хотите получать лиды сразу по всем рекламным формам, оставляйте «Да, подключать все текущие и новые формы». Если вы хотите получать лиды только по каким-то конкретным формам, необходимо выбрать «Нет, настроить формы индивидуально» и отметить нужную форму галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе реальных данных нет, а отображается пример, то вам необходимо через личный кабинет Facebook сгенерировать тестовый лид или дождаться реального. После того, как вы это сделаете, кликните «Загрузить тестовые данные из Facebook» и когда реальный лид появится, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Unisender. Далее необходимо выбрать действие «Добавить email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Unisender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Unisender. Далее необходимо перейти к настройкам аккаунта. Теперь нам необходима вкладка «Интеграция и API». Для того, чтобы скопировать ключ доступа к API, кликаем «Показать полностью». Вводим пароль личного кабинета Unisender. Когда ключ доступа к API отобразился полностью, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать список, в который нужно добавлять новые контакты. Далее вы видите поля Unisender для создания нового контакта. В эти поля вы можете назначить переменные из Facebook. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Unisender в качестве новых контактов при каждом новом лиде из Facebook.
Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Unisender». После успешной отправки переходим в Unisender и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Unisender успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!